Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Что делать, если у одного клиента ногти растут и вверх, и вниз? Ну, конечно же, корректировать. В видео покажу вам обзор на новые ботл-гели, сделаем новогодний дизайн. В общем, как всегда, полезно и интересно. Поехали! Ну что ж, посмотрим, с чем мы будем сегодня иметь дело. Действительно, ногти у всех клиентов разные, и даже на 2 руках, на 10 ногтях, да даже и на 5, их тип роста может кардинально отличаться. Например, мизинцы и безымянные зачастую растут вверх, а указательные, наоборот, вниз. Клюющие, и их нужно поднимать. В таком случае нужна правильная коррекция. В случае вверх растущих ногтей большее количество материала будет класться в зону кутикулы. А для того, чтобы поднять клюющие ногти, больше материала на свободный край для его приподнятия. Поэтому наша задача сейчас снять старый материал на тех ногтях, которые растут вверх полностью практически. Оставим только тонкую подложку, а на указательном можно оставить базу на кончике ногтя, она нам наоборот поможет его приподнять. И выполняю снятие при помощи твердосплавной насадки кукуруза. Честно признаться, не очень люблю такую форму, потому что у нее маленькая рабочая поверхность, гораздо больше мне нравится насадка по форме конус. Но тут, как говорится, дело на любителя. Одному одно нравится, другому другое. Также сглаживаем поверхность справа налево для того, чтобы ее выровнять и в дальнейшем было проще укреплять ногти твердым материалом. Приступаем к маникюру. Приподнимаем и раскрываем карман апельсиновой палочкой. На этом этапе забафим пластину, приподнимем чешуйки. Делаем это именно до маникюра, а не после, чтобы его не размахрить. Слегка придам форму. На некоторых из ногтей мы потом будем выполнять опил. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Видно, как указательный сильно клюет, его необходимо приподнять. Помимо этого он растет в сторону. Это также необходимо исправить. Конечно, можно это исправлять при помощи твердого материала, а можно полностью убрать свободный край и нарастить его заново. Или, например, использовать верхние формы, просто сделать коррекцию, сверху положить материалы и затем выпилить то, что неправильно, изнутри и придать форму пилочкой. То есть любой из способов коррекции можно выполнить для исправления роста такого ногтя. И приступаем к обработке кутикулы, зачищаем насадкой пламя с синей насечкой, так как у модели грубые валики и много птериги. Хотя кутикула не кажется столь сложной, вроде она небольшая сама по себе, но синяя насадка отлично подошла в данном случае. Кому не рекомендуется насадка с синей насечкой, например, тонкие перепиленные истонченные ногти, если есть предыдущие пропилы, если вы не уверенно работаете аппаратом, вы мастер-новичок, то лучше всегда учиться с красной насечки. Она более безопасная, что ли, так можно сказать. Конечно, абсолютно безопасной насадки не бывает, если она алмазная. Для этих манипуляций есть другая насадка, она так и называется безопасная. Кстати, на эту тему у меня есть отдельное видео на канале. Можете посмотреть, эта фреза отлично подойдет для новичков, которые только-только берут в руки аппарат. Ну а мы с вами срезаем кутикулу при помощи ножниц и стараемся выполнять срез единой ленточкой, одной линией. В таком случае вероятность возникновения заусеницы она ниже. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании.
И доработаем маникюр при помощи силикон-карбидного шлифовщика. На приближенном кадре хорошо видно, что на указательном осталась еще небольшая пленочка, которую силикон-карбидный шлифовщик хорошо убирает. Самое главное не перестараться и не сделать пластину глянцевой, иначе отслойки в зоне кутикулы неизбежны. В принципе, предыдущий материал модель проносила хорошо, но мы перестрахуемся и наносим бескислотный праймер на натуральный ноготь. Там, где есть искусственный материал, оставшаяся база наносить не обязательно. Выполняем подложку из прозрачной базы и просушиваем в лампе 30 секунд. Используем всегда подложку из прозрачного материала при работе с твердым материалом впоследствии, при укреплении, при работе с камуфлирующими базами или на тех ногтях, на которых плохо что-либо держится. Лучше сначала просушить тонкий слой базы, а затем выполнять выравнивающий. Но поскольку у нас тут длина, я бы рекомендовала выполнять укрепление при помощи твердого материала. И вот такая новая линейка от Космопрофи, Bottle гели, камуфлирующие и цветные, средние по консистенции. Мне они очень понравились и по цвету, и по степени распределения, комфортно ими работать. Давайте с вами немного поговорим о том, в чем же отличие стандартных гелей от Bottle гели во флаконе с кистью. Одно ли это и то же, или это абсолютно разные материалы? Если мы будем рассматривать те гели, которыми мы работали раньше, в баночках, они достаточно твердые. Если нанести слой толщиной в 1-1,5 мм, этот материал практически не изгибается. Да, он имеет небольшую подвижность, но тем не менее не мягкий абсолютно, как база гель-лак. Bottle гели в большинстве немного другие по пластичности, они армирующие. Что это значит? Что они не такие мягкие и пластичные, как базы для гель-лака, но и не столь твердые, как стандартные гели для моделирования. В чем плюс такой системы? В том, что материал будет изгибаться вместе с натуральным ногтем, повторять его изгибы и будет лучше носиться, не скалываясь. И поэтому такие ботл-гели – это отличная альтернатива твердым гелям. Также их консистенция идеальна для таких манипуляций, как выравнивание гелем в технике безопила. В целом техника выравнивания будет такой же, как и при работе с гель-лаком. Но только важно знать, что твердые материалы не любят и не терпят тонкой выкладки по торцу. То есть, если вы сделаете совсем-совсем полупрозрачный слой на кончике ногтя, то возможны сколы. Именно по этой причине большинство мастеров после выкладки опиливают торец для придания толщины и выпиливают зачастую натуральный ноготь изнутри. Видим, что цвет недостаточно плотный, можно наносить его наслаивая, добиваясь большей плотности, либо оставить полупрозрачным. Например, указательно растет вниз, поэтому работаем в 2 этапа. Первый шарик ставим на кончик, просушиваем, распределяя материал до этого, и затем уже вторым этапом выполняем выравнивание. Но если мы планируем поднятие клюющего ногтя и его опил, то в таком случае нет смысла доводить блик поверхностный до идеала. Просто выложили и оставляем уже на окончательный запил. Те ногти, которые мы не будем опиливать, сразу выкладываем идеально, добиваясь ровности блика. Для поднятия клюющего ногтя заводим пилку под ногтевую пластину, за счет чего ноготь и приподнимается. Да, несомненно, появляется толщина изнутри, но это не проблема. Ее можно выпилить при помощи насадки. Это самый простой способ поднятия клюющих ногтей. Помним, что указательный также растет в сторону, и при помощи опила это можно исправить. Например, с левой стороны мы меньше опиливаем, а с правой больше, для того, чтобы визуально ноготь развернуть по оси пальца. После того, как закончили с укреплением,
будем выполнять дизайн. Для этого использую гель-лак из коллекции Гипнотик, наношу его в зоне кутикулы и растушевываю при помощи кисточки для омбре. Наша задача получить плавный переход. Делаю растяжку омбре по сухому. Конечно же, и на эту тему у меня есть ролик на канале, несколько способов омбре. Если вам нравится такой дизайн или его просят ваши клиенты, обязательно посмотрите. И отправляем в лампу на просушку. Такой переход по сухому выполняется на раз-два, выглядит это эффектно и выполняется быстро. Да и вообще, такие перетяжки перед Новым годом – это самое оно, потому что выполняется быстро, смотрится красиво, плюс это дополнительная стоимость и увеличение вашего среднего чека. После просушки на липкость укладываем поталь. Специально использую большие фрагменты, так будет понятнее, что это поталь, а, например, не хлопья юки или какой-то другой мелкий элемент. То есть мне нравится поталь именно класть большими кусочками. И перекрываем топом в средний слой, для того, чтобы поталь не была рельефной. На этом этапе кажется уже изначально, что мы выполняли укрепление не фиолетовым оттенком геля, а розовым. То есть на фоне с тем оттенком, который около кутикулы, получается контраст и кажется, что переход фиолетово-розовый. При помощи белого гель-лака выполняем вот такие полосы и присыпаем их акриловой пудрой. Для большего блеска, конечно, можно было смешать пудру с блестками мелкого помола. Было бы еще праздничнее и красивее, но на мой вкус тут блеска хватило, его в меру, поэтому мы присыпали просто полупрозрачно-розовой пудрой. Можно использовать белую, либо просто прозрачную. И, конечно, не забываем про торцы. Выпиливаем их в положении форвард. И еще одна новинка от Космопрофи – это увлажняющие крема для рук. Не забываем про уход в зимний период, особенно ухаживаем, защищаем липидную мантию во избежание старения кожи. Наш результат. Мы сделали все возможное в рамках натуральных ногтей. Конечно, если требуется еще больше изменения, то это уже делается другими способами. И у меня есть ролик на эту тему на канале. Смотрите по ссылке тут. Ну а я желаю всем успехов в работе. С наступающим Новым годом. Пока-пока!